Моя мать была то, что называется, психопатище. Это был человек, который не знал эмпатии, не знал сочувствия. Это была истеричная и нарциссическая психопатка. Она меня била. Самое чудовищное было то, что она меня унижала. Не смотрите это видео дальше, если вы очень чувствительны, потому что, скорее всего, оно вас немножечко так расстроит. Может расстроить. Я где-то в 10 лет с этой мамой так случилось, я осталась с ней одна в квартире. Мы жили вдвоем. И единственное, что я могла себе позволить, это просто фантазийно улететь куда-то в какой-то другой мир. Потому что реальность была невыносимой. Моя мать лечилась в психиатрической больнице. Когда она лежала, я была самым счастливым человеком, потому что она лежала по несколько месяцев, и эти месяцы я жила просто одна, и это было такое счастье. С 10, где-то с 11 лет я научилась не только зарабатывать деньги, вести быт, решать взрослые дела. Я сама могла оформить субсидию, рассчитать коммуналку, в общем, все, что нужно. Я стала слишком рано взрослой. И одновременно реальность была такой, что я должна была быть, знаете, ничтожеством и решать взрослые вопросы. Сюр. Она била меня так, что бросала об стены. И когда я падала, в какой-то момент, естественно, было больно, я научилась просто падать так, чтобы, расслаблять мышцы, чтобы не сильно биться. Потом я научилась подставлять руки так, чтобы и ноги, какие-то мягкие места под удары, чтобы они не приходились по костям. Но это все равно не уберегло меня от некоторых увечий. Например, мой левый глаз до сих пор практически не видит. В какой-то момент у меня где-то 5 сотрясений мозга, и в какой-то момент после одного очередного из них я просто перестала видеть на левый глаз. И что бы я ни делала сейчас, я не могу вернуть это зрение, и врачи здесь бессильны. У меня на теле имеется некоторое количество шрамов, но в целом, вы знаете, глядя на меня, мало кто верит в то, что я прошла. Моя мама была очень искусной в своей жестокости. Кроме того, что у нее были психозы и галлюцинации, паранойя, и она всех подозревала. Мы ни с кем не дружили, в наш дом никто не ходил, у нас не было друзей. Она умела каким-то фантастическим образом, тогда, когда она не лежала в дурдоме, она умела перевоплотиться и так общаться и коммуницировать с людьми, как будто бы она их самый лепший друг, и как будто бы она самая святая женщина на свете. У меня не было шансов попросить у кого-то о помощи, потому что каждый день она убеждала меня в том, что я никому не нужна, что нас все предали. Это она такое послание делала насчет отца, который с ней развелся. Она запрещала нам общаться, она делала все и делала такие вещи очень страшные, что было очень сложно общаться. Я, конечно, не снимаю ответственность с отца и с других взрослых людей и родственников, потому что я думаю, если бы они хотели знать, они бы все узнали. Но, наверное, не так уж и хотелось. В любом случае, я никого не обвиняю и не имею никаких претензий. Все это я вам рассказываю обо всей этой жестокости с зарисовками для очень важной цели. Я хочу свой кейс, я вам даю доступ к своему кейсу, и только к тем местам, где у меня уже не сильно болит, поэтому вы можете писать абсолютно все, что вам хочется. Меня это не ранит, все уже перекачано, проработано и перегорело. Цель у меня одна, чтобы как можно большее количество людей взялись за себя, таких как я, пострадавших, но выживших, взялись за себя и не потеряли надежду. Моя мама была такой чудовищная, знаете, когда она... Это было очень страшно, когда она меня избивала.
И самое главное, чего она хотела добиться, это надломить дух. И я в какие-то моменты, когда у меня уже не было сил, не было какое-то ощущение реальности, не было... Я теряла просто себя от этой жестокости и боли физической прямо. Когда я не могла уже ни говорить, ни сопротивляться, ни кричать, ни бежать, ни убегать. И единственное, что я просто как-то... Она просто бежала по всей квартире, и чем могла, тем и била, настигала. Иногда это было головой об раковину, иногда об стену. И все это сопровождалось унижениями, оскорблениями. Она, увидев эту выпотрошенность, эту надломленность, успокаивалась. Она успокаивалась и прощала меня. Она говорила: ой, слушай, вставай. А сейчас, сука, вставай. И я, как выпотрошенная кукла тряпичная, вставала. Она говорила: а сейчас бери тазик, наливай туда воду. И я послушно все это делала. А потом мой мне ноги, приказывала она. Я мыла ей ноги. А потом она заставляла меня пить эту воду. И говорила, что она святая мать. И что кроме нее больше я никому не нужна. Однажды я купила на рынке с ее, она выделяла какую-то копеечку, и я купила малину. И в этой малине она была червивой. Она скормила меня этой малиной. Скормила всю. Там было пару стаканов. Когда меня рвало, она макала меня в лицом в эту блевотину и говорила: что ты, сука, ёбаная, тут деньги тратишь. Будешь теперь знать. Каждый день я должна была говорить, какая она святая, как я ей благодарна, какая она великолепная мать, как она пожертвовала свою жизнь ради меня, какие все конченые вокруг. С матерью я прожила в общей сложности 6 лет в таком состоянии, с 10 где-то до 16. Я насквозь пропиталась этим безумием, неадекватом, ужасом и настороженностью. Но знаете, в чем уникальность нашей психики? Она всегда хочет жить. Знаете, как я выжила? Я научилась с ней взаимодействовать. Я научилась ей подыгрывать. Я раскусила ее. Я ее поняла. Я стала падать так, чтобы было менее больно. Я стала подыгрывать, я поняла, что она попускается, когда физически устанет. Ну тут уж она была такой здоровой, крепкой женщиной. Ее 4 санитара не могли удержать, когда в дурдом забирали. Ей в больнице Павлова в Киеве поставили не только шизофрению, а и психопатию. Слава богу, вы знаете, для меня было это очень важно, потому что она так искусно как-то это прятала, что мало кому в голову пришло ей поставить диагноз психопатия. А лично мне было очень приятна такая сатисфакция, такая валидация, да, что вот это не только мне так кажется. И я научилась ее раскусывать, я научилась предсказывать ее. Я поняла, что надо раньше выглядеть как выпотрошенная кукла. И я стала ей подыгрывать. Я стала играть так и врать так, что сейчас я охуенная актриса, я искренне так считаю. Это было круто. В этом было очень много жизни и, главное, власти. Это была моя путевка. Это была самая главная ставка. Я поняла, что, боже мой, я так и выгребу. Потому что раз я с этим чудовищем как-то могу приспосабливаться и справляться, это было огромное чудо, что я это осознала. Потому что все вокруг говорили мне, знаете что? Они говорили: ты должна помогать маме.
мама болеет. Господи, какие люди уёбки. Иногда просто нет слов. Но если вы хоть знаете, когда вы стыдите ребенка, вы хоть знаете, что там происходит. Что ты куришь, какие тебе дискотеки, у тебя мама болеет, куда поехала жить отдельно, у тебя мама такая. Не делайте так. Вы не знаете, какая мама. Вы не знаете, почему ребенок, подросток или кто-то именно так относится к этой маме. Вы ничего не знаете о вашей фантазии. Когда вам хочется кого-то устыдить, обвинить, сначала подумайте, стоп, что я знаю об этом? Ни хрена. 90% я ни хрена не знаю. Может, не надо, промолчу. Ну, в крайнем случае, уточните. Хотя тоже не надо. Когда я поняла, что, о Господи, у меня есть эта сила, у меня появилась надежда на жизнь. У меня появилась капля власти. Знаете, такое, я такая немножко с безуминкой сейчас вам это говорю, но так и есть. И все, дальше я вам не буду рассказывать свою историю о том, как я вообще там пробилась на тот уровень, который есть у меня сейчас, уровень сознания, уровень счастья. Потому что, несмотря на то, какая у меня мать, я смогла сепарироваться, я смогла построить счастливую семью. Это огромное мое достижение. Я не лечусь в дурдоме, это тоже, я считаю, огромное достижение. У меня нет депрессии, у меня нет никаких расстройств. Хотя в анамнезе у меня комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, генерализованное тревожное расстройство. Депрессии я не склонна, но такой анамнез есть. СДВГ, само собой. Все это очень тяжело и долго в терапии корректировалось. И чтобы в этом всем разобраться и перестать уже такие часы и кучу сотен тысяч денег тратить на психологов, я сама выучилась на психолога, стала в этом разбираться, щелкать эти орешки. Да? И сейчас я работаю психологом, не просто психологом, я больше, чем психолог, потому что то, что я делаю, это не только терапия, это еще и личный пример. Это еще и большой мотиватор, это еще и возможность, я создаю огромное количество возможностей для своих клиентов, я даю рабочие места, у меня работает команда психологов. И самое главное, что мы делаем, это мы помогаем людям, качественно пройти терапию, качественно справиться, потому что ходить десятилетиями, выть о прошлом. Вы знаете, я помню свою терапию, в начале особенно. Когда я приходила, начала рассказывать об этом психологу, психолог вдавливался в кресло, мягко говоря, охуевал, и я понимала, что никакой опоры на него нет. Он сам в ужасе. Знаете, как в анекдоте, психолог расплакался, да, и я его успокаивала. Вот так. Вторая была проблема в том, что это были какие-то методы неподходящие. Это были методы, где нужно было долго рассказывать, мы о чем-то говорили, я все это вспоминала, это было страшно. Я все вспоминала, все вылезало из меня, а потом надо было идти домой, сессия заканчивалась. Я садилась за руль, я не могла ехать, я не могла идти, я не могла жить. Я ходила раздеребаненная, у меня вся душа была наружу, у меня все болело, все триггерило, все вот так, расковыряли эти травмы, и ты пошел вот такой неадекватный. Я почему понимаю людей, которые бросают терапию, я понимаю, что с ними происходит, а как это можно выдержать, а где здесь помощь? От того, что тебе каплю сочувствия дали, а ты со всем этим трэшем остался один, и так до конца недели я успокаивалась. А работать надо было еще как-то жизнь жить. Не то, что тебе там, мне папика Дона Педро не было никогда. То есть это была жизнь. И к концу снова новая сессия. Столько успокоилась. Тут новая сессия, надо было опять в эту всю херню нырять. Я говорю, когда это закончится, психолог? Скоро, когда-нибудь, еще лет 5. И терапия мне не помогала, она мне мешала. Я упоротая. И я находила методы научно доказанные. Это EMDR. Это схемотерапия, это когнитивно-поведенческая терапия. Комплекс этих методов уже, это то, что мы практикуем с нашими психологами. Уже с 5-10 сессии я почувствовала невероятный эффект. У меня пропали триггеры и флешбеки. Я перестала
просыпаться по ночам, бежать. Я перестала раниться о слова людей, о то, что люди скажут, подумают. Я перестала чувствовать такую бешеную тревогу. Когнитивка, мы просто... У меня есть, кстати, бесплатный тренинг про тревогу, про работу с тревогой. Пожалуйста, смотрите, там 12 часов бесплатных научно доказанных техник на здоровье. Вот по ссылочке внизу. И вы знаете, это все меня до такой степени воодушевило, что я стала практиковать, стала работать. Сейчас мы с командой разработали вообще диагностику, которая в течение 3 сессий позволяет вам понять, что с чем работать. Потому что проблема основная в терапии тем, что ты приходишь, там начинаем одну засюда, другую отсюда, как бы непонятно, с чем мы работаем. С хвостом, с жопой, с ухом, с копытом. Что за зверь? Неясно. Ну, через 5 лет там увидим. Мы сразу видим, что за зверь, и как на него охотиться. Какая мишень, куда стрелять, в каком методе и сколько. Мы вам скажем после диагностики, что с вами, в каком методе надо работать. Короче, быстрее будет. Надо медикаменты или не надо. У нас есть доктор и психолог, и психиатр, и клинический психолог, и эндокринолог на субподряде, если надо. Вот. Мы все это анализируем, и мы скажем, что надо делать конкретно и в каком методе. И напишем вам план терапии пошаговый. И будем идти по этому плану. И через какой-то 10 сессий пройдет, и мы опять вас продиагностируем и увидим по опросникам, по тестам, какие у нас результаты. И если в нашей терапии нет результатов, мы корректируем ее. Понимаете? Мы не разговариваем разговоры дальше, мы корректируем. Иногда мы с коллегами садимся, коллегиально ищем выход для нашего клиента. Команда у меня людей, психологов, которые, во-первых, сами бойцы и бойцицы, знаете, это такие киборги, которые прошли Крым и Рим и медные трубы, как я. У нас единые ценности и очень большая крепость духа у всех, потому что мы не бросаем наших клиентов, мы готовы, мы киборги, мы готовы, значит, идти до конца с клиентом и найти выходы. И вы знаете, я смогла все сделать, буду завершать, да, под конец. Самое главное, как я смогла вот это все сделать, и как я смогла, там терапия у меня была долгая, очень много работы над собой. Не бывало ни дня, чтобы я не занималась психологией, не делала какие-то практики и так далее. Но самое главное, что произошло в сепарации. Я посмотрела, проработав травмы, я посмотрела на маму не как на маму. Я посмотрела на нее как на человека, ну, скажем так, сильно раненого. Ну, вот как будто бы она героиня кино. И я вам предлагаю сейчас сделать эту технику. Посмотрите на нее со стороны. Что это за женщина? И вы знаете, я увидела интересную картину. Кроме того, что она была чудовищем, а чудовищем она была для меня, как для ребенка, она была невероятно талантливой. Она читала стихи так, что люди рыдали. Она писала стихи. Она была такой красивой, что невозможно было отрывать от нее глаз. Она была такой женственной, ухоженной, умела за собой ухаживать, крутила всегда себе локоны. Она была, чего я не делала, и всегда избегала локонов, чтобы не быть такой, как мама. Она умела как-то подать себя, она умела врать так, чтобы никто не догадался. И самое главное, она умела мочить так, что твой враг превратится в пыль и больше не встанет никогда. А другие посмотрят и скажут: не трогаем, не трогаем. Я поняла, от чего я отказывалась. Я чуть было не отказалась от этих невероятных ресурсов. Я подумала: Господи, а почему я? Это же моя мать. Да, она не дала мне любви. Но вот мы уже с психологами поработали, и я пойду возьму любви. Я знаю, где взять любовь. Я знаю, где взять принятие. Я знаю, я уже взрослая. Я умею себе все организовать. А вот у этой особи я возьму это умение манипулировать. Я возьму это беспринципное, безумное умение справляться с врагами, с опасностью. У нее я возьму талант актерский.
у нее я возьму способность быть такой интересной, незабываемой, покоряющей сердца женщины. И когда я все это от мамы себе присвоила, а потом после этого от всего рода, и по женской линии, и по мужской, я сильно занималась своим родом, изучала, у меня получилось выстрелить в работе, в личной жизни. Я стала энергичной. И сейчас у меня нет проблем с мамой. Мне ничего от нее не нужно. Эта система нашего рода, наши родители, вот эти все прощения, это все херня. Не надо просить прощения и общаться с токсиком, которого вы ненавидите, я вас умоляю, или который вас там ранит каждый раз. Нахера? В этом другая фишка. Понимаете? Здесь надо разобраться для того, чтобы понять, а что у тебя есть в доступе. Когда ты это сделаешь, ты получишь огромные возможности и ресурсы. Я приготовила для вас практику. Я дам ее вам бесплатно. Переходите сейчас по ссылочке. Вы ее или здесь увидите, или здесь. И пройдите эту практику. Я думаю, она вам очень многое подарит. И я думаю, что с этой практикой вы научитесь использовать силы своего рода. Я чуть было не отказалась от этого всего. Понимаете, когда ты раненый ребенок, то ты боишься быть таким, как мама. Я не крутила локоны, не дай бог быть такой артистичной, не дай бог быть такой хохотушкой, у нее чувство юмора было искрометное, которое я присвоила себе. Я тоже хочу так шутить круто, я тоже хочу так наряжаться, я тоже хочу быть такой талантливой актрисой. Ну, стихи я пока не пишу, но зато я пишу техники для своих клиентов. Это огромная сила. А я чуть было от нее не отказалась. Это называется хакнуть систему. Дорогие мои, вас крепко обнимаю. Я верю в каждого из вас. У вас совершенно точно все получится. Особенно если вы смотрите мой канал. Особенно если вы искренне с собой. Разрешаете себе понимать себя. И разрешаете себе, не оставляйте себя в этом дерьме, не оставляйте себя в этом дерьме, не оставляйте. Вы должны быть упоротым, вы должны быть настойчивым. Вы не можете идти, ползите. Вы не можете ползти, сука, лягте в сторону психического здоровья. Лягте и лежите. Я знаю, что очень тяжело, я знаю. Но возможно. Я вас очень люблю, и я очень в вас верю. И там за вашей спиной не только ваш род, там где-то я стою с вилами и очень-очень за вас болею. Крепко вас всех обнимаю. Поставьте лайк этому видео. Спасибо.